Когда я только начинал торговать, у меня была очень большая проблема. У меня не получалось торговать поддержку и сопротивление. Когда я обучался, нам сказали, если вы хотите зарабатывать, вы должны знать, что такое уровни, поддержка, сопротивление, использовать это, торговать и так далее. Но у меня не получалось. Я видел, что это работает на истории. Я видел, как более опытные трейдеры на этом зарабатывают. А у меня не получалось. Из 10 сделок, в лучшем случае, одна выйдет небольшой плюс. Все остальные либо минус, либо ноль. Либо минус, либо ноль. И долгосрочные результаты, сами понимаете, какие были. Но я везунчик, я очень часто говорю, что меня судьба любит. Она мне предоставила очень грамотного трейдера, который мне объяснил, что я делаю не так. И сегодня я вам объясню, если вы столкнулись с этим, не отчаивайтесь, потому что я тогда отчаивался. У меня все было очень плохо в этом плане. Если вы с этим столкнулись, не отчаивайтесь. Поддержка сопротивления реально работает. Она реально может приносить деньги. Но нужно знать несколько нюансов. И когда-то мне эти нюансы рассказали, сегодня я расскажу вам. Опытный трейдер мне сказал, пойми, вот ты ставишь уровень. Уровень — это не просто место, где цена развернулась. А тогда я ставил следующим образом. Цена развернулась, все, уровень. Он говорит, это неправильно. Потом впоследствии я понял, что это действительно неправильно. Что нас интересует не уровень, сказал. Нас интересует в первую очередь капитал. Уровень поддержки и сопротивления — это признак крупных капиталов. Я запишу признак крупного игрока. И потом этот опытный товарищ, старый трейдер, мне сказал, вот представь, ты хочешь купить квартиру. А у меня тогда денег не то что на квартиру не было, даже на нормальный депозит. Он говорит, ты хочешь купить квартиру. У тебя есть и деньги, есть и спрос, то есть желание купить эту квартиру. Но ты вот откладываешь силу своей трусости и неуверенности. Ты открываешь рынок и смотришь, что сегодня, например, стоимость квадратного метра 50 тысяч рублей. На следующий месяц ты открываешь, смотришь, что уже 60 тысяч рублей. Еще на следующий месяц открываешь, смотришь, что уже 70 тысяч рублей. Что ты будешь делать? Но очевидно, что ты начнешь точно так же покупать. Потому что ты видишь, что раньше люди, которые покупали квартиры по стоимости за 50 тысяч рублей, сейчас уже оказались в плюсе. Что довольно-таки логично. На рынке акций, в ценных бумагах, везде, на криптовалютах сейчас, работает тот же самый принцип. Цена, говорил этот трейдер, это как реклама. Чем больше понятно и очевидно движение, тем больше туда залетает участников рынка. Причем залетают, конечно же, мелкие. А теперь представь себе такую картину. Вот у тебя растет рынок. Как этот рынок может остановиться? Первый вариант. Все, кто хотел купить, они зайдут в рынок. И произойдет своего рода как некое перенасыщение. Рынок перенасыщен покупателями. Все участники рынка уже совершили сделки. Все, которые хотели совершить сделку на покупке, уже совершили. Рынку банально неоткуда взяться топлива. В этот момент начинают происходить фиксации. Участники рынка начинают забирать свою прибыль, вследствие чего у нас происходит разворот цены. Почему здесь происходит разворот цены? Спрашивал меня этот опытный трейдер. И я отвечал, а здесь очень просто. Потому что участники рынка хотят положить деньги в карман. И потому что участники рынка считают эту цену дорогой. Здесь дорого. И трейдер говорит, да, это правильно. А теперь представь, если рынок снова сюда подойдет. Что будет с ценой? Поскольку раньше участники рынка воспринимали эту цену дорогой, то, очевидно, и сейчас, при наличии сопутствующих условий, если в рынках не появилась какой-то дополнительной положительной информации, здесь тоже будет дорого. И очевидно, что рынок снова у нас пойдет вниз. Иными словами, здесь будет находиться капитал на продажу, но капитал мелких участников. И нас это особо не интересует, потому что здесь вероятность прохождения твоей области сопротивления, либо поддержки, в нашем случае сопротивления, она больше 50%, но не так, чтобы на этом зарабатывать очень много. А вот что нас интересует, это признаки крупного капитала. А теперь представь, рынок растет, участники рынка заходят в покупку, покупают квартиры в нашем случае. И вдруг вот здесь появилось большое предложение. Например, какой-нибудь застройщик находится на грани банкротства либо дефолта,
и решил задарма продать 5000 квартир для того, чтобы покрыть свои внутренние расходы. Что будет происходить с ценой? Она штопором будет падать вниз. Когда она дойдет до определенной точки, где участники рынка посчитают, что очень дешево, ну такая скидка на рынок, конечно же они будут заходить в покупку, вследствие чего у нас будет новая волна коррекции. Покупателей будет достаточно, чтобы создать небольшое движение, но недостаточно, чтобы создать новый максимум. И рынок у нас снова пойдет дальше вниз. И вот это место с огромной вероятностью в будущем будет очень неплохой точкой спроса. И вот это место с большой вероятностью в будущем будет очень неплохо отрабатываться. И здесь появилось хорошее сопротивление. Здесь он открыл стакан цен, поставил заявку в инструменте. Инструмент дошел до его заявки. И у него было, по-моему, 1000 акций. Рынок дошел до его заявки, резко сильно упал. После этого снова рынок подошел к этой заявке. У него до сих пор оставалась позиция. Из 1000 акций у него осталось, по-моему, около 600. Рынок снова не смог поглотить его заявку и точно так же ушел в коррекцию. Вот и вся суть сопротивления. Есть большая заявка, которую выставляет крупный участник. Рынок сразу ее не может поглотить. Начинает уходить в коррекцию, начинает падать. При падении он делает слом структуры. Если рынок, каждый последующий минимум и максимум у нас повышался в рынке, при сломе структуры у нас образуется новый минимум ниже предыдущего. В этот момент волна пробоя, которая образовала новый минимум ниже предыдущего, будет индикатором того, что здесь находится большая позиция со стороны крупного участника. По этой причине, когда рынок снова подойдет к этой области, есть вероятность, что эта позиция крупного участника до сих пор находится в рынке. А значит, с большой вероятностью рынок снова сделает движение вниз. Технически уровни поддержки сопротивления формирует волна, которая создала слом структуры. Минимум и максимум волны будет являться областью поддержки сопротивления. Причем здесь есть интересная особенность. Если произошел бычий слом структуры, то есть было движение сверху вниз, область сопротивления будет более сильной, чем область поддержки. Область поддержки потом в будущем тоже, конечно, будет давать какие-то отскоки, какие-то варианты, но эта область будет гораздо сильнее, чем вот это. Это связано с тем, что здесь мы понимаем, что тут у нас находится большой мощный продавец. А что касается покупателя вот здесь, он может быть, а может его и не быть. Здесь все будет зависеть от условий. Вы, как начинающий, скорее всего, не будете понимать эти условия и вряд ли сможете быстро сообразить. Поэтому проще вам объяснить, что здесь этот уровень, он будет менее сильнее. Поэтому какие-то такие отскоки, грубо говоря, ждать можно, но имейте в виду, что вероятность их меньше, нежели ждать вот такие отскоки. Итак, вот что необходимо. Первое. Откройте как можно больше историй. Чем больше откроете истории, тем лучше. Второе. Найдите место, где рынок сильно стал падать, либо расти в прошлом со сломом структуры. Хай и лой свечи перед падением, либо ростом выделяется в качестве уровня поддержки сопротивления. Или мы находим уровень места концентрации ударов. Потом в будущем я очень часто обращал на это внимание. Я видел места, когда рынок буквально пляшет возле какого-то уровня. Как вот, например, вот тут, вот на схеме. Например, есть какой-то уровень, и цена постоянно то вверх от этого уровня уйдет, то сделает какую-то коррекцию к нему, то обязательно вниз пойдет, наверх и так далее. И когда я стал думать, почему подобное происходит, я очень часто использовал такие уровни, они довольно неплохо, в общем-то, меня подкармливали. Я не понимал их механику, почему это работает. Только потом, когда я стал уже свои портфели составлять и общаться с портфельными управляющими, мне стало более-менее понятно. Вот есть, например, какой-то фонд, и у этого фонда есть определенная формула, грубо говоря, их портфелей. 70%, например, в облигациях, 30% в акциях, из которых 10%, например, находится в этой акции. Допустим, это акция «Газпром». Соответственно, если цена уходит выше определенной стоимости, например, 300 рублей за акцию, этот фонд продает часть бумаг, чтобы оставаться в рамках той пропорции, которая есть в их портфеле. Следовательно, от его продаж, естественно, рынок снова возвращается к этому уровню. Если цена падает вниз, акция, наоборот, закупается.
у нас происходит возврат к этому уровню. Потом я стал понимать, что по такой же формуле, по таким же принципам формируются целые бюджеты даже стран. И существует даже бюджетная формула, например, в случае, если стоимость бочки нефти стоит там выше определенного значения, Минфин докупает валюту или наоборот скидывает валюту, тем самым компенсируя, грубо говоря, доходы нефтегаза и тем самым контролируя курс рубля. Но на графике технически мы будем видеть именно, что рынок у нас подходит к уровню, улетает от него, потом снова к нему приходит. То есть рынок как будто бы залипает возле определенного уровня. Здесь важно понимать, что когда мы залипаем у определенного уровня, понять, куда рынок развернется, здесь все будет зависеть от контекста. Понятно, если рынок приходит сверху вниз, ждем в начале разворота наверх. Если все-таки происходит пробой, ждем колена и движение дальше вниз. Конечно, все бы было очень просто, если бы все ограничивалось просто вопросом, как правильно начертить поддержку и сопротивление. Потом, впоследствии, когда я стал правильно выстраивать поддержку и сопротивление, это, конечно, увеличило результативность моих сделок. То есть из 10 уже не одна выходила в плюс, но где-то 3, 4, 5, где-то вот так, в этом районе. Но все равно этого было очень мало, как вы понимаете, чтобы зарабатывать в долгосрочной дистанции. Тогда я стал понимать некоторые нюансы. Первый нюанс, который я изобрел, что поддержка сопротивления не отменяет анализ. Для хорошей торговли нужен высокий временной интервал и его анализ. Если я хочу, например, сегодня поторговать 5-минутку, мне необходимо использовать коэффициент 5-6, например, и открыть высокий временной интервал, то есть 5-минутку мне необходимо умножить на 5 или на 6, в нашем случае получится 30 минут. И далее мне необходимо посмотреть, что происходит на 30-минутном графике. Там я должен определить направление движения, куда у нас растет либо падает рынок, где он сейчас находится, что происходит. Если рынок у нас на высоком временном интервале растет, я открываю сделки только на покупку. Если рынок на высоком временном интервале у нас падает, я открываю сделки только на продажу. Если рынок у нас находится в боковике, я торгую от границ боковика, либо жду пробоя границы боковика и на тесте вхожу в сторону пробоя. Второе – это анализ ситуации нужного временного интервала, то есть в нашем случае 5-минутку. Мне необходимо определить ситуацию, когда мне необходимо посмотреть на таймфрейм и понять, что на нем вообще в целом происходит. Понять, куда растет либо падает цена. Что происходит, то есть какая ситуация там. Нет ли там противоречий высокому временному интервалу. Моя задача в конечном итоге сводится к тому, чтобы заходить против ситуации небольшого временного интервала, но по ситуации высокого временного интервала. То есть в нашем случае, допустим, черная линия – это высокий временной интервал, то есть М30. На 5-минутке есть свои волны и свои коррекции. И вот моя задача – это зайти в фазу разворота небольшого временного интервала в сторону высокого временного интервала. А для этого очень хорошо подходит АТР движений. Вот здесь я оставлю ссылку, которая приведет вас на вебинар, посвященный АТРу движений. Там вы можете посмотреть и наглядно научиться и, в общем-то, убедиться, что у рынка существуют определенные циклы. Если рынок, например, растет, ему свойственно расти на определенное количество пунктов. Вот эта волна будет равна этой волне и так далее. И если мы посчитаем каждую волну, мы сможем найти какое-то среднее арифметическое. Например, здесь 780, здесь 800 волна, здесь 790. Ну и среднее арифметическое где-то у нас 789. Если рынок уже прошел 789 пунктов, либо близок к этой величине, я не буду искать сделки на движение вверх, я буду наоборот искать сделки на разворот. И, конечно же, в этот момент цена у нас должна ударить в область поддержки и сопротивления. Если АТР закончился, я жду первого колена, и вот получается такая ситуация. Рынок подходит к области. К этому моменту, если заканчивается АТР, я жду движения вниз, после этого появления колена, и жду вот здесь сигнал. Если к этому моменту АТР еще не закончился, а есть еще как минимум 80% АТР, тогда я жду пробоя и отката с обратной стороны. И вот здесь я жду сигнал. Сигналом может быть любая свечная комбинация, которая укажет на наличие крупных
денег и крупных лимитных позиций на продажу. Если я сейчас для вас сказал, как на иностранном языке, если вы не понимаете, что такое лимитные позиции на продажу, вот здесь будет ссылка на вебинар, в котором я рассказал механику рынка и типы ордеров. Вы его просмотрите, этот вебинар, и будете понимать, что эти сигналы появляются не потому, что есть закономерность какая-то, и не потому, что кто-то, какой-то великий трейдер это увидел, а потом стал Нет, потому что рынок по-другому работать не умеет. Потому что здесь есть большие заявки на продажу, рынок не может поглотить эту заявку, начинает сжиматься, поджиматься в этот момент. Это первая стадия развития этого паттерна, это сжатие. Оно указывает на наличие больших лимитов продавца в нашем случае. Вторая стадия – это стадия импульса. Происходит большая медвежья свеча, которая триггерит стопы вот здесь покупателей, вследствие чего у нас происходит движение вниз. Моя одна из основных ошибок, с которой, я думаю, вы сталкиваетесь, я точно так же, как и вы, пытался выучить паттерны, пытался их зубрить, пытался их запомнить, записать и так далее. И старался находить то, как вот это вот выглядит. То есть я акцентировал внимание именно на свечках, как они должны выглядеть. Но дело не в свечках. Дело в наличии крупных капиталов. И когда я понял механику рынка, я стал понимать, как это работает. Почему именно сжатие, почему именно импульс. До меня вот дошло вот в этот момент. Я желаю вам, чтобы до вас тоже дошло. Во всяком случае, если вы посмотрите мой вебинар, до вас дойдет. Я это гарантирую, до вас это реально дойдет. Вы будете понимать, почему именно так. Но в любом случае, если вы не посмотрите этот вебинар, вы на рынке ни копейки не заработаете. По-другому никак. Вы либо это узнаете, либо будете дальше сливать. То есть выбор за вами, смотрите сами. Давайте я запишу, что это алгоритм. Вы можете это использовать, и вы заметите, что у вас торговля выйдет на совершенно другой уровень. Я все это покажу сейчас на графике, мы с вами немножко это даже поторгуем. Но я вас прошу только об одном. Пожалуйста, ставьте стопы. Не существует ни одного метода анализа, который позволит вам зарабатывать в 100% случаях. Это не бывает. В данном случае, почему я делаю акцент, что вам необходимо ставить стопы? Рано или поздно вы столкнетесь с тем, что у вас будет очень много прибыльных сделок. То есть, когда я стал торговать по этому алгоритму поддержку и сопротивления, у меня торговля выросла совершенно на другой уровень. То есть, это просто вот, реально на голову. Если раньше там, дай бог, там 3-4 сделки выходило в плюс, то после этого у меня плюс. Не в каждом, конечно, случае, но 7-8 плюсов из 10 точно есть. И это все дает чувство какого-то победителя, что ли. Тебе кажется, что ты теперь прям гуру рынков, вот, и вообще, если ловите себя на этом состоянии, это означает, что вы очень близки, в общем-то, к очень нехорошим вещам. И в один прекрасный момент я стал видеть, что у меня очень много сделок было подобного алгоритма. Собственно говоря, рынок шел наверх. Вот здесь я заходил в продажу, выставлял обычно стоп-приказ, и я замечал, что очень часто рынок рисует сигнал. Я захожу, соответственно, в продажу, рынок подходит наверх, выбивает меня движением и разворачивается. И я подумал, если очень часто рынок идет в мою сторону, потом после этого разворачивается, нахер мне тогда вообще выставлять стоп-приказ? С какой целью я его ставлю? Если я что сюда, сливать что ли пришел? Как потом оказалось, это типичная западня, типичная ловушка, которую рынок просто выставляет. И я попал в одну и ту же ошибку, в которую все попадают. И после этого я попал в такую ситуацию, когда рынок... До сих пор вот вспоминаю, до сих пор, в общем, смешно. Я не выставляю стоп-приказ, буквально отхожу на 15 минут, прихожу, а у меня такой лось, такой минус на счете, вы себе даже не представляете, потому что рынок так стрельнул в этот момент, то ли новости, то ли еще что-то вышли. Поэтому стопы нужно ставить обязательно, иначе вы попадете в очень нехорошую ситуацию. Даже не по своей вине. Просто в этот момент выйдет какой-нибудь отчет. Или просто в этот момент кто-нибудь что-нибудь по телевизору ляпнет. Или там, не дай бог, там выступит какой-то политик с какой-нибудь новой очередной речью. И рынок бац, резко упадет в одну или в другую сторону. В этот момент вы находитесь в позиции, стопов нет. Все, пиши пропало. А если это еще торговля с плечом, например, фьючерсы, или просто заходите с плечом там в бумагу какую-то, это, конечно, может привести к потере депозита. Поэтому обязательно ставим стопы, обязательно. Без стопов не торгуем.
Стопы, понятное дело, ставим за сигнал. Часть ваших сделок будет стопиться. И по части сделок вам необходимо будет перезаходить. Видите, что вас отстопило. Отстопило ложным пробоем. Логика сохранилась, и рынок вернулся туда, откуда он, в общем-то, вас выбил. Просто перезайдите. Вот и все. Не надо ломать голову, просто перезайдите. Ложный пробой просто подтверждает вашу точку входа. Это означает, что здесь 100% находится крупный капитал, если вас выбило по стоп-приказу. И это означает, что потом будет такое движение, на котором вы 20 лосей отобьете. Просто перезаходите, не бойтесь перезаходить. Но, понятное дело, делайте это не до безумия. Если вас там пару раз подряд отстопило, подумайте, что вы делаете не так. Мы сейчас будем это отторговывать в режиме симуляции на исторических данных. Чтобы вы понимали, я это торгую на реальные деньги, на реальном счете. Мне просто хочется вам показать идеальный пример, чтобы у вас была картинка в голове, чтобы вы понимали, на что ориентироваться. Вот здесь вот вы найдете ссылку на мой плейлист, где я выкладываю свои сделки с реального счета. Там же вы можете встретить мой торговый отчет на протяжении 4-5 лет. 5, по-моему, если память не изменяет. То есть вы можете убедиться, что я зарабатываю в долгосрочной дистанции, что мне не повезло, потому что я там сделал сделку одну какую-нибудь, и не потому что рынок там сильно рос. Нет, мне систематически не может вести на протяжении такого периода. Это мое мастерство. И, в общем-то, вы можете убедиться, что это мной торгуется. Но чтобы вам было проще и мне было проще, я покажу в режиме симуляции. И давайте исследовать по нашему алгоритму. Открываем 30 минут. Чем больше историй вы откроете, тем лучше. На 30-минутном графике что мы здесь наблюдаем? Обратите внимание, почему я открыл побольше историй. Потому что если бы я сделал точно так же, как я делал в самом начале, когда только обучался, у меня здесь бычий тренд. А здесь на самом деле нет бычьего тренда. Потому что если я открою побольше истории, у меня боковик. И вот его верхняя граница этого боковика. А вот нижняя граница этого боковика. И рынок сейчас находится в боковике. Следовательно, мне отсюда надо продавать, отсюда надо покупать. Это высокий временной интервал. Теперь я перехожу на небольшой временной интервал, в моем случае 5 минут. Мне необходимо поставить область поддержки и сопротивления после слома структуры. Вот это место, в котором произошел слом структуры. Вот я его поставил. Вот волна слома структуры. Рынок до этого рос, минимум и максимум у нас повышались, потом он ушел во флэт. Вот тоже волна слома структуры. И неудивительно, что рынок здесь потом и остановился. Видите? Рынок здесь сформировал новый минимум, ниже предыдущего. У нас произошел слом структуры. Вот волна слома структуры. Верх и низ этой волны являются мощными уровнями. Обратите внимание, как я делаю. Я выделяю целую свечку. Вот я выделил целую свечку. И она в качестве у меня поддержки и сопротивления. Рынок здесь подходит к области сопротивления, вот здесь. Мы бы эту сделку пропустили, потому что здесь не было сигнала. Далее нам необходимо по алгоритму найти АТР. АТР бычьих волн у нас равняется 1300 здесь. Здесь 1300. Обратите внимание, вот эту крайнюю волну я не считаю АТР, пока еще рано. Она еще, возможно, не сформирована, может быть, рынок дальше пойдет наверх. Здесь 1000. Здесь 1300, здесь 1000, здесь 1200. Дальше в историю не идем. Вот этого вполне хватит. То есть буквально 5-6 волн посмотрели, дальше не идите в историю, потому что у ОТР есть свойство сжиматься и разжиматься. И понятное дело, то, что там было там 20 лет назад, нас не интересует. 5-6 волн посмотрели ближайших, больше не нужно. Итого у нас средний АТР 1200 где-то. Теперь мы смотрим, сколько рынок прошел сейчас. Он уже 1500 прошел. Он прошел гораздо больше, чем АТР, поэтому дальнейшего движения наверх не будет. Вот теперь у нас складывается ситуация. У нас высокий временной интервал М30 находится в боковике. Рынок находится у верхней границы, следовательно, нам необходимо искать сделки на продажу. АТР бычьей волны, вот этой бычьей волны, уже закончен. Закончен я пишу, следовательно, нам необходимо искать сделки на разворот. Вот происходит момент синхронизации 5-минутки и 30-минутки. Далее, поддержка сопротивления, в нашем случае сопротивление.
Здесь образовано вот этой волной. Рынок находится в области поддержки сопротивления. Поддержка сопротивления здесь указывает на движение вниз. Теперь нам необходимо колено. Колено вот у нас появилось колено. Колено здесь присутствует. Далее нам необходим сигнал. Мы все идем четко делаем по алгоритму, который вот я вам сказал. Сигнал. Вот у нас здесь сигнал. Четко действуем по алгоритму. Теперь я увеличу график, чтобы вы видели, как это все работает. Вот принцип сужения-расширения. Вот у нас небольшие свечки с последующим движением вниз. Здесь по-хорошему увидеть прям серьезный импульс, но рынок нам его особо не показал. Важно, что здесь появились хвосты. Откройте сигналы, которые я сделал. Там есть такой пример. То есть рынок у нас рисует хвосты и происходит движение вниз. Вот происходит движение вниз. Здесь заходим в продажу. Стоп выставляем за этот сигнал. Что может служить в качестве тейк-профита? Это либо противоположный АТР, мы посчитали АТР бычьей волны, можем ориентироваться на АТР медвежьих волн. При этом АТР будем считать от не нашей точки входа, а от максимума и посчитаем, да, вот до сюда, грубо говоря. Также может служить начало вот этого большого импульса, не импульса, движения, прошу прощения, вот до сюда, начало вот этой волны. Обычно рынок, к слову, доходит обычно до сюда. Либо можем ориентироваться до ближайшей поддержки. Я не знаю, как вы торгуете, насколько вы загружены. Если у вас есть возможность следить, следите. Смотрите, ловите график на середине, то есть вот здесь 50%. На середине, если рынок здесь сильно наверх не уходит, держите позицию. Держим дальше. Потом доходим до сюда. Если вы видите, что рынок сейчас будет пробивать ее, ну, опять-таки, с опытом будете понимать, держите позицию, не уходите, держите ее до сюда. Если вы видите, что у вас область поддержки была пробита, держите позицию, потому что есть вероятность, что рынок снова здесь делает колено и снова пойдет дальше вниз. Если у вас нет возможности следить, рабочий вы человек, ставьте вот здесь take profit. Либо, если вы видите, что вот эта волна очень большая и не дойдет рынок до вашей волны, если вы это понимаете, ориентируйтесь тогда на середину этой волны. С огромной вероятностью рынок к середине дойдет 100%. Я занимаюсь трейдингом, и с юридической точки зрения я безработный. Вот поэтому я могу следить. Я могу следить и посмотреть, где рынок у нас остановится. Мы видим, что как раз-таки рынок дошел до нашего, да, вот это основания этой волны. То есть, если бы вы следили, можно было бы здесь выйти. Дальше рынок пробивает нашу область поддержки. И обратите внимание, то, что рынок здесь сделал откат, да, вот здесь, это закономерно. То есть это не случайность. Это не потому, что кто-то здесь купил. Вот это потому, что здесь купил, но это не случайность. Это закономерность. И это закономерно, что рынок пробивает эту область, делает не откат. Рынок так работает, потому что здесь большая область поддержки, потому что здесь находился крупный капитал. И, естественно, рынок дает реакцию на этот крупный капитал. Ну, так это работает. Что я еще вам порекомендую, так это пройти нормальное, качественное мое обучение, с помощью которого вы, во-первых, будете получать все в комплексе, потому что мы сегодня просмотрели про поддержку и сопротивление, да? Вы узнали про нее. Но обратите внимание, как я вам даю в комплексе все. Я вам сегодня рассказал и про тренды, и про АТР вам рассказал, и про стопы, и про сигналы, и так далее. Я даю все в комплексе, потому что, к сожалению, по-другому не получится. У вас не получится по роликам на YouTube, пару роликов посмотреть, изучить паттерны и начать зарабатывать. Но мы с вами взрослые люди. Если бы было так все просто, понимаете, среди вашего окружения как минимум там большинство занималось бы трейдингом и зарабатывало миллионы. Но почему такого не происходит? Потому что все куда сложнее. Если вы хотите зарабатывать, вам надо не по роликам на YouTube учиться, вам надо иметь качественную программу обучения. У меня есть такая программа обучения. Я могу вам рассказать, что конкретно вам нужно. Я даю вам пошаговый алгоритм. Делай первое, второе, третье, четвертое, пятое. Объясняю вам с самых низов, с самых вот минимальных вещей каких-то. Мы дойдем до очень сложных вещей, где я вам расскажу, как торговать на современных рынках, как зарабатывать на современных рынках. И опять-таки вы все будете получать в комплексе. Главное, делайте то, что я вам говорю. Я понимаю вашу боль сейчас. То есть вы смотрите это видео,
100% с таким вот каким-то внутренним чувством, что это все лохотрон, кидалово, что это все не работает, потому что вы видите результат как бы торговли на вашем торговом счете. Ну, в лучшем случае там, ну, максимум какой-то там небольшой плюс есть. Это в лучшем случае. Я вас прекрасно понимаю. Я тоже находился в этом состоянии, тоже сидел и думал, это все лохотрон, кидалово, это все не работает. Если вы будете делать так, как я вам говорю, если вы будете слушать меня, если вы будете четко следовать тому алгоритму, который я вам передам в обучении, вы поймете, что это не то, что не лохотрон и кидалово, что здесь заработок, он неминуем, то есть невозможно, если вы все делаете правильно, невозможно не заработать, то есть это невозможно, это в принципе невозможно. Чтобы вы понимали, самый минимальный уровень наших студентов, вот когда у студента ничего не получается, это сидеть у нуля, либо небольшой плюс. Никто у нас не сливает, у нас большинство людей либо сидят в плюсе, либо прям сидят в хорошем плюсе. Ну, тех, у которых не получается, сидят, понятное дело, у нуля. То есть это самый базовый уровень. И никто деньги не сливает попросту. Я это говорю к тому, что вы занимаетесь самым дорогим обучением сейчас. Это самообучением. К сожалению, в рынках каждый ваш шаг сопряжен с деньгами. Если вы делаете что-то не так, если вы не понимаете, что делать, вы за это платите рынку. И платите каждый раз суммы в разы превышающие стоимость моего обучения. Ну, давайте будем честны, ну есть голова на плечах у вас или нет? Ну вам зачем это? Вам зачем тратить время, деньги, нервы, силы на все это, если все уже, я вам все предоставлю на блюдечке с голубой каемочкой. Вам зачем это нужно? Все находится, ссылка в описании. Мы работаем уже 7 лет. И тот факт, что я сам являюсь квал-инвестором, включен в реестр квал-инвесторов, аттестован Центральным банком России, у нас есть лицензия на образование, мы 7 лет находимся в России, никуда не скрываемся, 7 лет работаем, не заведено куча уголовных дел, я не в бегах, в Дубае, понимаете, не отсиживаюсь. Это уже является гарантией того, что мы делаем все правильно, что мы действительно, мы лучшие в этом поприще, мы лучшие на рынке онлайн-образования. Опять-таки, у нас из онлайн-школ, которые обучают трейдингу, мы входим в топ-3 онлайн-школ в этом сегменте. Это доказательство того, что мы делаем все правильно, что мы даем правильную и качественную программу обучения. Хорошо, после приобретения получаете официальный чек об оплате, логин и пароль от нашей образовательной платформы, на которой будут находиться те курсы, которые вы приобрели. Вот курс, например, Грааль, самый основной. Он разбит на главы. Главы, в свою очередь, разбиты на уроки. И в каждом уроке есть видеоинформация, что конкретно вам нужно делать, и текстовая информация. Краткая выжимка того, что есть в видео, плюс даны дополнительные материалы, если они требуются по ходу повествования. Если в ваш пакет обучения входит домашние задания, выполняйте домашние задания, подкрепляйте их. Живой человек, действующий трейдер, который в совершенстве владеет нашими стратегиями, нашими знаниями, проверяет домашнее задание, дает оценку. Если вы где-то зафакапили в домашнем задании, всякое бывает, сфера это, ну, скажу честно, сфера не из легких. Это мягко говоря, нужно много учитывать. И трейдер с опытом смотрит, где вы что-то не понимаете, потому что может быть такое, что вам кажется, что вы все поняли, вас начинает проверять куратор, смотрит, что вы факапите. Говорит, что конкретно вы делаете не так, поправляет вас, дает оценку. Это здорово на самом деле. Я желаю вам удачи, счастья, благополучия, подписывайтесь на канал, зарабатывайте счастливо.